Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли тебе чая, взять печеньки, готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем... мы начинаем с тобой Легенду об Искателе, первый сезон, первая серия. Короче, что я знаю об этом сериале, пока я искал, где его посмотреть? Я узнал, что это, оказывается, не новый сериал. Я почему-то все думал, что Легенда об Искателе это что-то новое, типа там 18-й год, 19-й год, 20-й год. А это вообще 2008-2010 года он выходил. Реально? Прикинь, настолько он как бы древний получается, вот. Еще я думал, что... Я просто вообще не знаю, не слышал, не смотрел, соответственно, да, это вот в первый раз. Сейчас что-то начал о нем искать, пока искал видео, вот. Я думал, что Легенда об Искателе это что-то либо из разряда Зена Королева Воинов, ну не знаю, вот почему-то у меня так это ассоциировалось, либо это... Это какая-то книга мастеров. Либо это что-то из разряда Лары Крофт, типа Легенда об Искателе, значит, типа Лара Крофт ищет сокровищ, вот что-то такое. Но пока Мне кажется, это сказка. Вот, но пока я смотрел, короче, пока я вот искал, где посмотреть, что посмотреть, там была вот эта вот обложка сериала, получается, и, ну, я понял, что это, скорее всего, что-то либо из разряда Короля Артур, вот это Мерлин, что-то такое. Да? Так это, наверное, прикольно, интересно будет. Ну, что-то такое, как будто средневековое, какое-то рыцарство здесь как будто бы. Вот, еще я поймал, знаете, какой вайб сериала «Тридевятое королевство» вроде называется сериал, или «Тридевятое царство», вроде «Тридевятое королевство». Потрясающий сериал. В моем детстве, наверное, был один из любимых моих сериалов. В 2000-х годах он, короче, выходил. Вот, если ты не знаешь, посмотри. Возможно, мы тоже когда-нибудь до него дойдем, потому что Аня, скорее всего, его не смотрела, а сериал вообще, ну... прям козырный. Пушечка, да? Да, для 2000 года он был вообще классный, не знаю. Он большой, конечно, но по сюжету он вообще был шикарный. Вот, что еще хотел сказать? Еще хотел сказать, так как мы не знаем, короче, о сериале ничего, соответственно, сами ни трейлера, ничего не смотрели, то мы никаких на него надежд не возлагаем, в принципе, ожиданий. Мы сейчас просто посмотрим, что это вообще из себя представляет. Но и с учетом... скажем свое мнение. Да, но с учетом того, сколько его рекомендовали, сколько про него писали, то уже какие-то ожидания, соответственно, мы строим на этот счет, потому что, ну, не может же все подряд советовать его. Вот, в принципе, наверное, все сказал. Да. Звук сейчас, походу, настроим. 700 тысяч, 1080 смотрим, хорошее качество, короче. Красивую нам, что это, Швейцарию показывают, Норвегию какую-нибудь. Хотя, Башкирия также выглядит. Так, принцесса и ее помощница по-любому. Да ты видел уже, да? Да я не видел, вообще не знаю, о чем сериал. Просто, ну кто еще что за две девушки могут еще скакать? Ну, спецэффекты высокие, а они говорят тихо, да. Вот это 3D в 2008 году! Матрица! Вообще, вы что делаете, девушки, в начале сериала? Ой, сейчас в лошадку попадет. Нет, в спину. Ой-ой-ой, больно как. Держись, Денис. Потерпи. Мы почти на месте. Так, а вот и повод прибавить звук, походу. Ну, она уже не выживет. Так еще катиться со стрелой в спине, это же жесть. Не, ну стрела, наверное, уже сломала. Она явно за что-нибудь зацепилась и сломалась. А, нет. Дени. Дени. Держи.
возьми книгу. Так, книга мастеров, да? Найди его. Он намного важнее меня. Ты это знаешь. Пожалуйста, Кэлен. Да пребудут с тобой духи, сестренка. Кэлен. В такие моменты я искренне начинаю думать, что я включил не первую серию и не первого сезона. Мне кажется, что это где-то середина. Ну почему? Не, нормально на самом деле начало. Ну да, такая, знаете, вбрасываем вас, типа, в Да, пекло, найди чтоб- его, не знаю кого. Да, чтобы вы сами догадались, что же здесь происходит. Беги. Беги. Ой, еще и с мокрой одеждой так тяжело бежать. Я вообще не знаю, как она собралась убежать от лошадей. От лошадей как убежишь? Когда вот машину покупаешь, тебе же говорят, столько-то лошадиных сил. Тебе же не говорят, столько человеческих сил. Поэтому очевидно, что лошадь бегает быстрее человека. Так, магический барьер. Ты дошла до границы, исповедница. Дальше дороги для тебя нет. Тихо. Она магичка какая-то? Исповедница. У нее магия. Ого, вы что, Моисей? Простите, не признал вас. Скачите в гарнизон Калдрита. Передайте лорду Ралу. Исповедница прорвалась через границу. Да, сэр. Вы трое пойдете со мной. Но, сэр. А вот не надо идти туда, где, если у тебя нету магии, в магический мир. Легенда об искателе. О, какой. Ну, главный герой получается. Да, искатель. Что, громко? Грустно мне здесь за звуки, грустно. Они говорят тихо, музыка то громкая, то тихо, короче, никакого баланса здесь нет. Мальчик, он в овечьей шкуре ходит. Привет, Ричард. Джаред, ты как раз вовремя. Для чего? Ты можешь перейти его первым. А можешь идти к Северному мосту, но будет на 2 часа дольше. Не бойся, он крепкий. Это не мне страшно. Это Лене. Конечно. Умная корова. Не пойдет на непроверенный мост. Давай, малыш. Думаю, что Лене нечего бояться. Спасибо, Ричард. Флинн, идет. Голоден? Да, я тоже. Пошли. Конечно, как бы я сейчас не ругался на то, что вот эти перепады звука, а там в моменте еще у него, короче, озвучка изменилась, если ты не заметил. Заметил? Заметила, да. Профессионально дублированный перевод стоит. Все идеально в этом.
в сериале. Да, и вот, и как бы я не ругался здесь на несостыковку звуков, в том плане, что громко-тихо слишком и всякое такое, но музыкальный фон мне очень нравится. Тут вайб приятный вообще в целом, смотреть. Вот это- Как будто, знаете, не знаю, у меня ощущение Игры престолов немного. Есть, да, очень хорошие. Это, ну, потому что это вот средневековье, рыцарство, опять-таки, земледелие, все простые работяги, что-то магия, рыцари. Мгм. Ходоков только не хватает, вот тебе получилась Игра престолов. Ну да. Вот, и вот это вот весь антураж, вроде бы мы сколько посмотрели, тут ну минут 5, наверное, от силы, а музыкальное вот это сопровождение, ну очень хорошо прям втягивает, как будто ты уже там, не знаю, серии 10-20 посмотрел. Капец, у тебя лошадь там чавкает. Троп-троп-троп. Как будто микрофон у лошади прям вот здесь петличка. Сейчас дерево вырастет. Не подходить. Стреляй. Оставьте ее. Ты совершаешь ошибку. Эта девчонка опасна. Против нее 4 мужчин. Думаю, это она в опасности. Ты даже не знаешь, о чем говоришь. И это не твоя битва. Так что будь умницей. Иди домой. Никуда я не... Ой, больно железной перчаткой так получать. Спокойно. Не давайте ей хватать себя. Ох ты. Гипноз какой-то. А, он за нее начинает Да, драться. нормально. Хороший. Нет, она, походу, переселяет в себя в его душу, А в его сама тело. умирает. Да, умирает. Она такая, да, в принципе, Она в всё. обморок упала. Одноразовая способность, знаешь, типа, когда Бог всем раздавал способность, так, ты будешь летать, А ты будешь бу- путешествовать ты будешь суперсильным, ты во времени по летаешь. телам. А ты, у тебя одноразовая способность, один раз в жизни можешь его поменять тело. Нет, она, смотри, меняет тело, ее прошлое тело умирает, она живет в этом теле. Понял? То есть она типа умирает в теле девушки, вселилась в мужчину, и теперь она мужчина. Ну, это, конечно, интересно. Ты прикинь, она вот просто, она, типа, парня трогает, в него тело влетает, ее тело умирает. Она следующего трогает, потом следующего. В итоге из толпы 10, она одна остается в теле какого-нибудь мужика живая, остальные все мертвые лежат. Да. Ты так себе это представляешь? Нет, мне кажется, вот я сейчас твою речь слушаю, вот так же удивленно стою на тебя, смотрю, Ань. Мне кажется, ее способность работает по принципу переноса сознания. Она переносит сознание в его тело, дерется, он умирает, она обратно влетает в свое тело. Типа, это временная способность, скорее всего. Для тебя все кончено, исповедница. Я даже не знаю, исповедница это что? Это должность? Блин, какой-то важный кулон снял.
Эти люди. Почему они хотели тебя убить? Опять озвучка поменялась. У тебя кровь. Что с ним происходит? У Ну, него демон вселился. когда, короче, этот... А вы думали, как проявляется раздвоение личности? Если вот вы не знаете... В 3 голосах минимум. Я вам советую посмотреть, получается, какую 3-ю серию «Аватара» 3-го сезона. Посмотреть, там есть один мужчинка, за 3 живет. Тот примерно то же самое нам здесь показывают. Идем к моему отцу. Надо обработать рану. Эй! Я сделал что-то не то? Так, он главный герой, его нельзя убивать. Я не привыкла, чтобы кто-то прикасался ко мне. Прости. Ничего. Спасибо, не хочешь сказать? Ну, вот, кстати, когда без звуковых эффектов, они болтают нормально по громкости. Я ухожу. Куда? Мне нужно кое-кого найти. Кого? Может быть, я смогу помочь? За меня не беспокойся. Я не дам себя в обиду. Почему они за тобой гнались? Ты всегда такой любопытный? Я только что спас тебя. Хотя бы объясни, что тут происходит. Это я тебя спасла. Схватив того воина. Что ты сделала с ним? Ну, вообще-то, мать, если тебя как бы спасают, надо желательно говорить спасибо. А не вот так вот, это я тебя спасал, да ты как бы, если б не он, то уже бы мертва была, скорее всего. Короче, мне кажется, что это, знаете, это вот в... Я вот какой до этого сериал говорил? 39-е царство, вроде бы, или 39-е королевство. Там тоже была какой-то замут с разными, то ли планетами, то ли с разными мирами. Здесь, скорее всего, тоже. Она, возможно, пришла из магического мира, где люди знают о магии, там что-то такое. А он из обычного мира, где, типа, все просто, ну, ремесленники там и все. И никто не знает, что такое магия. Поэтому он не понимает, что происходит. Возможно, как-то так. Эй, Да не трогать, я Хочешь сказали. знать, что я с ним сделала? Только пойди за мной, на себе узнаешь. Какая. Ну, возможно, ее шпыняли в том мире, поэтому она никому не доверяет. Правильно делает. Еще пока ничего не понимаю. Ну, это яд. Брось оружие. Я сказал, брось его. Кто меня заставит? Гвардейцы советника. Вот я, например. И они. Тут, наверное, 2 мира, 2 королевства. Да, ну может их больше, но пока что нам 2 показывают. Причем у этого рыцаря-то как-то доспехи повнушительнее выглядят. Он вот просто... Ну, они как дикари, да, какие-то. там. Да, а он прям такой, типа, уже какой-то... Королевство-то королевство. Да, и возможно, он бы мог один против них всех справиться. Ну, не знаю, вот такие, мне кажется, дерутся половчее. По- Мы уже сразу 2 стороны заняли. Гибкость суставов лучше, да? Какая твоя сторона? Я вообще за этот, за цветок людоед, вот я за него. Что тут с вами произошло? Этот ваш советник. Местный правитель? Да, он. Тогда я предпочту говорить С ним. с ним. Мое имя Рэнсон Фейн, командующий силами Дхары. Дхара? Слишком молодой для советника.
Ну, может, это- после отца власть получил. Отец умер от какого-нибудь заболевания, там, пока он был. Может, и вообще на престол сел в 16 лет. В 10. Как этот Ланнистер, который молодой. Срединные земли, верно. Может, хватит сказки рассказывать? Простите за скептицизм, но границы никто не пересекал уже сотни лет. С самого ее появления. Это невозможно. Та, кого я преследую, нашла способ. А я пошел за ней. Она убила 2 моих людей. Одна женщина? Как? Она ведьма. Это просто 3 человека разговаривают. Не обращайте внимания. Это очень, Сзади. это очень странно на самом деле. Я не знаю, в чем прикол. Реально, Может, Майк. какой другой плеер надо посмотреть. Давай, Ша. Давай. Ну же. Хорошо. Туда. Не, ну это смерть. Это все. Это конец сезона. Тебе конец, Ричард. Я обыграю тебя в 2 хода. Отец, Давай закончим эту кровавую битву и поедим. отец. Сынок. Что случилось? Что с тобой? Ее магия могущественнее, чем вы можете себе представить. С ее помощью она прошла на ваши земли, и здесь ей помог какой-то юноша из местных. На нем было это. Еще и кулон у него украл. Видели раньше? Это вещь моего брата. Ядовитая лаз... Не к тому он пришел в государство, и не к тому. Этот... А зачем своего брата-то сдавать? Мог бы такой, типа, я не знаю, что это. Ну, от неожиданности, скорее всего, типа... А что еще ты скажешь? Тут это... Он такой офигел и такой, Не знаю. понятия не имеет. Получается, наш-то главный герой, судя по всему, королевских кровей. Ну, да. Князь практически. Ну, тоже сомнительно. Но он младший брат, я так понимаю. Да, тоже сидит на престоле, да, и уши поразвесил, все слушает. Кто там что ему скажет? Ты ему вообще, может, это какой-нибудь, не знаю, сумасшедший из психбольницы сбежал, и тебе непонятно, что рассказывать. Ты как бы проверь сначала, там этот, как сказать, взвешенно принимай решение. Не надо сразу все. Почему отец здесь сидит, и не там с ним не советуют? Потому что он на пенсии. Он Ну и что? на пенсию в 31 год Ну, уходит. советовать своему сыну надо, нет? Так сын большой уже 100 лет у власти. Ага. За каких у нас не бывает. Это сияющая штука. Воин, который напал на своих. Это все магия, верно? Как такое возможно? Но по эту сторону границы магии нет. Она и эти воины явились к нам из Срединных земель. Это невозможно. Я, глупец, верил, что этот день не наступит. Какой день? Ричард, ты знаешь, я тебя люблю. Отец, ну конечно. А руку свою не хочешь показать, пальцы? Ой, сразу, я говорю, уши поразвесил, все принял за чистую монету и бежит сразу к брату. Отец, это он, тот, который упал с обрыва. Ты должен уходить немедленно. Что? Но там Поторопись, Майкл. пока они не вошли. Майкл и Чейз здесь, они помогут нам. Иди. Но куда? Найди на Терновом холме Зеда. Старого безумца? Зед тебе все объяснит. Он разговаривает с курами. Скажи, тебя прислал я, он поймет. Иди, я приду туда, как только смогу. Отец. Ричард. Что-то мне Что-то кажется, какой-то замут странный, интересный. что-то как-то быстро отказались от сына, от брата, от всего. Реально, просто пришел какой-то рандомный мужик. Предположим, даже из другого мира. Предположим, даже не сумасшедший, хотя может быть и сумасшедший. Начал втирать какие-то свои байки, все такие сразу: мы тебе верим, так сразу берем своего брата и казним. И в итоге отец его выгоняет, я вообще не понимаю. То есть они с этим... Отец его не выгоняет, отец его Ну, спасает. типа, да, ну, а почему? Я не понимаю просто. Они с ним, главное, жили, ну, сколько ему лет? Ну, 25, пусть будет 30. Нет, ты что, говоришь? Мне кажется, ему лет 20.
Ну пусть 20, да неважно. 20 лет они с ним жили, как бы рука об руку, доверяли. Пришел вообще рандомный человек, и они такие сразу: тебе верим. Отец-то что-то знает. Так а почему брат тогда его хочет, я не понимаю. Может, Почему? там есть пророчество какое-то, которое должны исполнить. Может быть. Может быть. Черт, ты должен уйти. Че? Мне нравится, когда такой. Ладно, Сейчас же. Ну это звучит убедительно. Я его с самого утра не видел. Да ладно, что ты врешь? Он ушел делать мост. А не знаешь, куда он мог пойти? Нет. Он собирался достраивать мост. А я собирался поменять свой голос. А вы уверены, что он домой не заходил? Может быть, когда вы отлучались собирать хворост? Я весь день был дома. Иди с командиром Фейном и найди его. Если Ричард в беде, я хочу помочь. Мы пойдем разными тропами. Вам лучше остаться. Если он сюда вернется... А ты, может, в чужом государстве, вообще в чужом мире не будешь командовать? Вообще, посадите его в тюрьму кто-нибудь. Я вообще не понимаю, почему сумасшедшего слушаю? В смысле? Ну, я просто не понимаю. Неизвестный вообще, зачем его слушать? Его... Ладно, мы послушали, но хватит вообще его командовать. Сиди в своей комнате где-нибудь гостевой. Может, он значок показал из другого мира. Что Какой значок? Не Что знаю. он кто, полицейский? Да, гвардеец. Да пусть и командует в своем мире, в нашем мире. Не надо нам правила устанавливать. В нашем мире нормально дикари есть. Я вообще не понимаю, что он возмущается. Давай смотреть. Он может быть напуган или еще хуже. О чем вы? Колдунья может подчинить себе его волю. Твою Если волю это уже случится, всем дали. Только любящий отец приведет его в чувство. Да, скажи еще поцелуем в лоб. Оставьте с ним кого-то. Все может случиться. Честь, поставь двоих снаружи. А он Остальных веди хотел на как южный раз мост. таки к этому мужику пойти, которому его отправил. А теперь придется дома сидеть. Что ты делаешь? Майкл, почему ты так быстро поверил чужаку из средины Вот, земли? вот. Потому что Ричард все делает, не думая. И так всегда. С самого детства. И ты всегда потакал ему. А ты обиженный. Ясно. А ты Понятно. тоже не думаешь. Ты вообще думаешь, какого-то опять незнакомца слушаешь? Ты когда думаешь, ты не слушаешь все подряд. Ты фильтруешь, понимаешь информацию и принимаешь решение, исходя из того, что правильно для тебя ситуация. Короче, ждем, когда его убьют. Ясно, это обиженка. Он мой сын. И твой брат. А ты приемный. Пожалуйста, Майкл, прошу, защити его. Он что-то сказал. Но мой долг защищать людей в городе. Погибли люди, и Ричард здесь замешан. Оставайся здесь. Если он вернется, приведи его ко мне. Мы во всем разберемся. Нет, не будет он к тебе вести, ты же дурачок. Это дурной знак, Клара. Облако в форме рога с востока. Быть мне месяц без ужина, если еще до восхода не случится беды. О, нет. Не волнуйся, Клара, я не сделаю из тебя ужин. Помоги мне, великий волшебник. Извини, Я Я сумасшедший. просто глух, как пень, и гол, как вылупившийся птенец. Что ты сказала? Я сказала, волшебник, Зедикус Зулзарандер, что мне нужна твоя помощь. Нет. Ты, должно быть, путаешь меня с кем-то. Нет никакой путаницы. Я нашла тебя с нею. Странно. Ну что я говорил, Клара? Еще до восхода. Что ж, хорошее было время. Я вот думаю, может быть это... Тут какой-то мат есть, и они просто вместо того, чтобы запикивать, они меняют дубляж? Не знаю. Мне кажется, нет. Что это такое странное? Не с таким Я вайбом это. понимаю раз.
за серию. 2 раза, ладно, еще куда пришло за серию, но каждую просто минуту... с другой озвучкой в следующий раз посмотрим. А тут нет выбора, тут вот есть профессиональный дублированный и Пифагор, и мне кажется, что что-то из этого Пифагор, а что-то из этого профессиональный... другой найдем на другом Ладно, сайте. посмотрим, попробуем. Я что хотел сказать, он был у отца, наш главный герой, где-то днем, что было солнце, ярко, типа туда-сюда, уже луна, он до сих пор до этого деда не дошел, а девчонка, не знающая местности, уже как бы дошла. Да, она уже днем. Главное, спокойные 20 лет. Они в прошлом. Веди меня к искателю. Так ты уже была с ним знакома, я тебе отвечаю. А вот и искатель, смотри. Сам пришел. Спит. А, плохо ему. Блин. Ты... Сейчас упадет. Робандатос, акачатос канкора, эльчинатом лепидоре муа, татурам, тарантос, облигатос, Блин, нормальный лекарь. Вау. Жар уже спадает. Быстро. А сейчас веди меня к искателю. Так он здесь. Он здесь. Так быстро сказал? Этот парень? Блин, а я думала сейчас, я не знаю, сколько здесь сезонов, но 16. реально, Нет, 2. что хотя бы первый сезон они такие, искатель, кто это? Кто это? Кто это? А в конце первого сезона такой, я искатель, я понял это. Ведь это... Что, не нравится? Тебе нужен был искатель, вот он. Если этот не соответствует твоим требованиям, найди себе другого. Искатель. А можно О чем объяснить, вы кто это? говорите? Все тебе сразу в первой серии надо рассказывать. Ты не говорил ему? Ты должен был учить его. Подготовить его. Чем Нет, ты занимался? подожди, мать, тут как бы сумасшедший дед, которого хейтит, походу, вся деревня за то, что он болтает с курицей, еще и ходит на гишу. И если он бы с детства учил как пацаненка, что бы думала о их делах вся деревня, и о пацаненке, и о деде, и вообще о них вместе? Я думаю, деревня бы осудила все вместе взятое, так что даже правильно, что он с ним никак не взаимодействует. Последние 20 лет. Давал ему ловить жуков, красть яблоки, обдирать коленки, узнавать, что заставляет сердце биться чаще. Моя сестра отдала жизнь на то, чтобы я дошла сюда. Чтобы я вложила книгу в руки искателя. А он ловит жуков. И у великих бывает под ногтями немного грязи. А пока он рос и грязнил ногти, тебе не приходило на ум намекнуть ему, хоть однажды, что он и есть первый истинный искатель за 1000 лет? Что он предназначен? Кто ты такая, чтобы определять предназначение? Не я определила. Пророчество. Будь проклято пророчество! Я отвел пророчество, спрятав его здесь. Пока ты не открыла калитку в границе и не сказала «К искателю сюда, леди и джентльмены». Остановитесь. То есть не важно, что Даркенрал с каждым днем все сильнее? Ты была права, пророчество все-таки есть, и оно что-то нам много объясняет, это непонятное. И что дальше? Что ты остановилась? Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что типа они гонятся за ним, или они все-таки гонятся за ней? Они гонятся за ней, но она и бежит к нему, чтобы он ее спас. Нет, они гонятся за ней, потому что у нее книга. По факту она им сильно не нужна. Им нужна книга, чтобы эта книга была в безопасности и никогда не досталась искателю. Она бежит к искателю с этой книгой, чтобы дать ему, чтобы он открыл, возможно, какое-то свое могущество. Какие-то секреты. Что люди срединных земель теряют свободу и гибнут тысячами? Хватит. О чем вы говорите? О тебе. И кто такой искатель? Искатель — это герой, который приходит в период бед и страданий, ищет и находит зло и сражается с ним. А я-то тут при чем? Если ты был уверен, что отвел пророчество, что его ждет мирная, безоблачная жизнь, почему ты оставался с ним все эти годы?
Скажи ему правду. Скажи ему, кто он. Так, нам расскажи, дед, давай. Нормально, сейчас все узнаем. Прежде ты должен узнать о человеке по имени Даркен Рал. Ну, это король другого Если, мира. конечно, он человек, а не извращенный дух, вырванный из преисподней, чтобы похоронить мечты человечества. 23 года назад великий пророк предсказал на смертном одре рождение истинного искателя. Ребенка, чьим предназначением в жизни будет найти и убить величайший из всех зол – Даркена Рала. Испуская последний вздох, пророк назвал город, где родится ребенок. Рал послал туда своих головорезов. И за одну ночь они убили всех новорожденных первенцев в Брейнитоне. Кроме одного. Кроме тебя, прикинь. По милости духов, изречение пророка дошло до меня. А еще мне стало известно то, что не знал Даркен Рал. Твое имя. Твоя мать родила в обстановке безумной резни. Она была молода. Она была слаба. Повитуха сомневалась, что она доживет до утра. Она была еще жива, когда я взял тебя из ее рук. Она поцеловала тебя и благословила. Моя мать умерла, когда мне было 10. Короче, Улыбка такая. я почти был прав, но чуть-чуть ошибся. Получается, приемный это не тот, а этот. Да. Мы частично читаем. Да, мы практически... Это просто большой жизненный опыт, знаете. После 15 миллионов просмотренных проектов ты практически знаешь сюжет уже каждого последующего проекта. Здесь, в Хартленде. Женщина, о которой ты говоришь, любила тебя и растила как родного сына, но не была твоей матерью. Ты приемный. Границу я пересек ночью, никем не замеченный. С Мама, тобой на руках. Мама курица. Неделями я наблюдал, слушал, читал облака. И мне открылось, что в мире нет никого добрее, чем Джордж и Мэри Сайферы. Я рассказал им твою историю, и они приняли тебя в свой дом и в свои сердца. Сейчас я понимаю, что никогда не принимал более мудрого решения, чем то, когда выбрал их. Тогда, согласно этой фантазии, кто мой настоящий отец? Я не знаю. я думал, скажет я. Если ты знал моих родителей так близко, почему ты не приходил к нам? Почему не говорил со мной? Я был довольно близко, чтобы присмотреть за тобой, но довольно далеко, чтобы в случае, если Даркен Рал обнаружит путь ко мне, не стать пылающей стрелой, указывающей путь к тебе. Правильно, дед, ты До вообще тех красавчик. пор, пока этого исповедницы не сделают. Исповедницы? Ну это вот она. Женщины Ордена Исповедниц поклялись найти истину, как бы старательно люди не пытались ее скрыть. И если появится искатель, оберегать жизнь его ценой своей. Она защитница его. Меня зовут Кэлен. Прости, что угрожала тебе. Вот правильно, извиняйся. Сегодня ты меня спас. Вот, да, скажи спасибо. Я пришла отдать тебе это. Ой-ой-ой, что сейчас будет? Книгу? Не просто книгу. Некрономикон. Это книга сочтенных теней. Она была написана в незапамятные времена. 1000 лет она надежно хранилась в замке волшебника в Эйдендриле. Но месяц назад армии Даркена Рала прорвались через наш последний рубеж, пытаясь выкрасть ее. Зачем? Потому что в этой книге содержатся секреты власти. И если Даркен Рал добудет ее, то узнает, как подчинить себе каждый уголок мира. И мы все станем его рабами.
Пророчество гласит, что эта книга должна помочь Искателю победить Рала. Прочти ее. То есть он без подготовки, ловя жуков, должен сейчас прочитать книжку и понять, как убить самого главного злодея во всем королевстве? Да. И при всем при Кто не хочет его подготовить, например? Так они должны, дед должен да был... ты все красиво уже. Дед должен был готовить его, но дед-то, нагишом ходил, да с курицами общался, ему не до этого было, он был занят. А еще. Книга написана на древнекорейском языке, поэтому, скорее всего, главный герой ее с первого раза прочитать не сможет. А еще. Нельзя вот эту всю историю пойти рассказать нашему местному королю, чтобы как бы он такой: «О, брат, спасибо за объяснение этой истории. Этот мужик из другого мира, мы его сейчас схватим и арестуем. Ты ни в чем не виноват». Вот так можно, нет, сделать? Нет. Не в первой серии. Вот я тоже думаю, что так нельзя, потому что у главного героя вообще крайне недружелюбная компания. Вы заметили? Дед, который общается с курицами, сумасшедший, и деваха, на которую сейчас клевечет наш гвардеец. Получается, он как будто бы под подчинением ее и еще и сумасшедшего вместе с сумасшедшим. Конечно, ему сейчас никто не поверит, даже если он эту историю расскажет. Но я считаю, если брат был мудрый, а он, видимо, вообще глупый самый в этом сериале. Я же говорю, вот он слишком молодой для советника. Вот слишком рано ему досталась власть. Да, я считаю, что в его случае даже в 80 это рановато. Вот, и поэтому вот и сидит. Вот да, и начались приключения нашего вот так героя. Не падай, пожалуйста. О, я же угадал древнекорейский. Ну, может, ваш искатель и знает этот язык, но я нет. Читай. Латынь это. Опа. А где буквы меняются Только местами? с помощью исповедницы можно узнать истинный смысл книги Сочтенных теней. Как я? Потому что ты настоящий искатель. У тебя хороший топор. Я бы хотел такой. Где купил? У торговки с юга. Сказала, что он такой один. Но кто же верит торговкам? Как твоему голосу не доверяют. Что там? Дальше следов Ричарда нет. Как такое возможно? Умеет заметать следы. Разделимся. Так будет лучше. Нареки его. Дай ему меч. Что за меч? Не ты вообще дед волшебник, тот еще оказывается. Сейчас инвентарь дадут. Искателя. Это старинный меч истины. В других руках это всего лишь кусок стали. Но в руках искателя обретает силу, способную сокрушить зло. Им ты убьешь Даркина Рала. Мать, ты такая вообще уверенная? Я не буду никого убивать. Я даже вас толком не знаю. Похоже, вы надо мной шутите. Никакой я не искатель. И ни книга, ни меч мне не нужны. Сынок, успокойся. Я не ваш сынок. Мой отец Джордж Сайфер. И если бы все это было правдой, он сказал бы мне. Так что прочь с дороги. Ричард, постой. Пусть идет. Что? Ну, батя же тебе сказал, ты глупец. Нет, он сказал, иди к деду. Нет, он сказал, иди к деду, дед тебе все объяснит. Скажи, что ты от меня, он все поймет. Ну, вот же, ну раз батя так сказал, ну, надо, наверное, слушать. Он же к сумасшедшему бы не отправил. Ну, отправил. Ну, отправил. Ну, сумасшедший оказывается, в здравом уме. Он должен обрести истину в самом себе. А иначе наречен он быть не может. Понятно тебе, мать, ты вообще пришла не в тот мир. Эй, дурак. Сейчас всех перебьет, мне кажется. Я думаю, это он. Первый советник ждет вас на северном холме.
Он сказал, что ему там нужны еще люди. Ну ты обманщик, ты батю хочешь зарезать. Скажи мне, где твой сын? Сын на троне сидит там. Это не знает приемная, не мой сын. Какие-то мутированные, кто это, мухи, комары? Только пикни. Раскаешься. Это вампиры какие-то? Типа того. Горгуль или летучую мышь. Эй, ты чё, дурак? Ой, дурак. Тебе сказали только пикни. Только пикни, он появится. Черный плащ! Ну, кстати, смотри, какая. Ему сказали только пикни. И появился кто? Похоже, кстати, на черный плащ. Типа с крыльями, горгули, вот это. Нормально. Отсылка, можно сказать, да? Пикни. Дед, ну ты конечно, да. моешь. Нет, ну заметь, вот она пришла в этот мир, тут короче, плотоядные растения появились, которые кусают и убивают с одного укуса. Горгульи, реально, она вот тебе, мать, в своем мире не сиделась. Ты как бы, если мир там свой уничтожают, сиди, пожалуйста, не надо сюда неприятности таскать. Что это за тварь? Гар, с помощью Гулья. кровавых мух он охотится за добычей. Очевидно, через границу за тобой прошли не только солдаты Дхары. Что его сожгло? Волшебный огонь. Странно, что я не утратил его за эти годы. Куда ты? Вернусь к отцу, пока с ним тоже не случилось что-нибудь ужасное. Мы пойдем вместе. Нет, и держитесь от меня подальше. Ты украл чужую лошадь, ты в курсе? Его лошадь умерла, он сел на лошадь деда и угнал ее. Мне, говорит, от вас ничего не нужно. Забирает Кроме их лошадь, лошади. да. И даже спасибо не сказал за лошадь. Так она ему У него тоже меч. несет. Собственник. Что ж, разве не этого ты хотела? Капец. Ой, даже меч достал, смотри. Но! Отец! Я вытащу тебя. А тут этот поджидает, короче, гвардеец. Ой-ой. Кто это сделал? Я сам. Дхарианец. Брэнсон Фейн. К Зеду нужно ехать. Нет. У него снадобье. Нет. Нет, Фейн ищет тебя там. К Зеду возвращаться нельзя. Зед сказал мне, что ты не мой отец.
Конечно, я твой отец. Значит, он солгал. Нет. Все им сказанное правда. Понял? Батя не соврет. Я был и буду всегда твоим отцом. Сейчас, короче, я уже даже, вот я уже чувствую, как эта ситуация будет раскручиваться. Этот дохерянец придет к главе вот этого региона, скажет: она заколдовала твоего брата, брат убил отца, поджег дом, я вообще тут ни при чем, поэтому нужно его поймать и всякое такое. Ну, а как же иначе? Брат, конечно, поверит, потому что брат недалекий, потому что IQ у него 0, в минус уходит. Он верит всем подряд, кроме брата, которому завидует. Отец. Ричард! Мы увидели огонь. Что случилось? Он умер. Все-таки не он. Не рыцарь расскажет. Ну, не знаю. Ведьма заставила тебя это сделать. Майк, Он сам подумает, еще тупее. как ты мог поверить, что я... Я уже не знаю, чему верить. Да, мы только Это верим был вот этому дохерянцу. Он и Чейз ищут тебя в лесу. Он сюда приходил. Этот меч, где ты его взял? Ричард, где ты был? Майкл, он убил нашего отца. Не нашего отца, а моего. Ты приемный вообще. Все приемные, Ты короче. знал. Почему не сказал мне? Он заставил меня поклясться не говорить. Но его больше нет. Он сказал, откуда я родом. Нет. А он сказал, Но что теперь твой я брат это выяснил. дурак, блин. А до тех пор ты никуда не пойдешь. Ну Взять да, его. конечно, кто бы сомневался. Как брат так повязать, так сразу, а как какого-то дохерянца из другого мира, так нет, мы его слушаем. Может, ты сразу дохерянца посадишь на свое место, а вместо себя? Блин, мне кажется, толку от него больше будет. Ни шагу ближе. Он околдован. Фейн был прав. Да. Трэш, конечно, знатный. Куда ты так торопишься, парень? Я возвращаюсь в твой дом, чтобы найти там Фейна. Он убил моего отца. Мне очень жаль. Дайте проехать. Я знаю, как тебе больно. Ричард Сайфер, ты призван для большего, чем месть. Думаешь, меня волнует, что ты говоришь, старик? Я должен убить его! А если не сможешь? И он тебя убьет. Вы сказали, с мечом я обрету силу против зла. Да, во имя добра и свободы, а не личного гнева. Ты не готов сражаться этим мечом. Я сказал, отойдите прочь! Пошел! Это обезьяна с гранатой. Не говори. Ну, на самом деле его понятно. Можно понять. Его можно понять, а брата его нельзя. Брат вообще непонимаемый персонаж. Все перевернул, да? Ну, в поисках, наверное, меча, книги там.
Сейчас где-то из-под тяжка ударит, смотри. Нет. Да-да, он же крыса. Ладно, Клара жива, я уже рад. Ну, конечно. Говори, где ведьма, или умрешь. Он только ко всем приходит. Говори, где твой брат. Говори, где твой сын. Говори, где твоя ведьма. Знаешь, какой у меня вопрос? Говори, где этот старик. Знаешь, какой у меня вопрос появился интересный, философский? Когда ведьма проникает в чужой разум и начинает управлять его телом, а потом это тело кто-то убивает, она чувствует боль, как будто она сама умирает? Не, вряд ли. Думаешь? Потому что я где-то видел такую способность уже в каких-то проектах точно. Вот, там боль прям чувствовали каждый раз, типа вообще любую, да. Даже смерть каждый раз они как будто переживали, поэтому... Вот это интересный, кстати, вопрос. Тебе я ничего не скажу. Не знаю, какой ложью эта ведьма забила тебе голову, но спроси себя сам. Ты впрямь готов умереть за того, кого даже не знаешь? Это ты хочешь, всех убиваешь? Она отца не убивала. Ты убил. Ничего себе ты какой берсерк. Способность используй какую-нибудь. Огненный шар. Отлично! Моли о пощаде, парень! Ну же! Так же издыхал твой отец. Книга. Спасибо, что принес. Пожалуйста, сейчас умрешь. Ну умрет же, но не уйдет же. Прямо из-под носа. Капец, если он сейчас реально профукал книгу только что, то он, конечно, знатный неудачник. Фейн! Я тебя убью! Ты умрешь! Ричард! Книга! У него. Фейн забрал. Скажи спасибо искателю. Вот тебе половина жуков. Мы проиграли. Это я проиграл. Еще нет. Это была Фейн фальшивая должен книжка. пересечь границу, чтобы отдать книгу Ралу. Его можно остановить. Тебе еще не ясно? Я не тот, кем ты меня считаешь. Может, много лет назад ты спас не того ребенка. Зет. Да ты же даже книжку непонятную прочитал. Ну это чем не доказательство? Не каждый Меч смог у быть... тебя в руках светится. Ну, столько улик, столько доказательств, ты все еще не веришь. Папа тебе сказал, вот твой родной вот это вот. Тут главное вера в себя, мне кажется. Нет. Истинный искатель — это ты. Если кто-то и проиграл, то я. Надеялся, что гроза минует.
Кэлен была права. Нужно было тебя подготовить. Смерть твоего отца лишь начало бедствий. Но ты можешь остановить Раала. Только ты. Как? В этой жизни нет пути назад, только вперед. Тебе предстоят великие дела. Если ты примешь свою судьбу. Я все потерял. Не все. У тебя есть я и Кэлен. И самое главное, ты сам. Такой, каким воспитал тебя отец. И если ты остановишь Раала, то твой отец и сестра Кэлен погибли не напрасно. Все, собрались, вздохнули. Научи меня. И идем, давай. Ясинат Раммараснат, Отрасана, Саратнаса, Паранат. Ричард Сайфер. Хоть дорога тебе неизвестна и будущее туманно, хочешь ли ты идти? Да. И ты оставишь... Они такие, пока он еще этот не перешел врата, то мы можем его остановить. И тем временем они такие, так, у нас есть еще лишних 10 минут, давайте ритуал проведем, почитаем, поговорим, побеседуем. Может быть, это обязательно. Ну, может быть, ну, я не знаю. Дед мог на гранях сам пойти остановить пока что, потому что, ну, времени как будто бы поджимает. Ну да. Друзей и всех, кого ты знаешь. Да. Даже если силы зла поклялись убить тебя, ты не отступишь? Никогда. Какой сразу уверенный стал, да? Ричард Сайфер, берешь ли ты на себя ответственность носить имя Искателя? Беру. Тогда я, великий волшебник Зедикус Зул Зорандер, таковым тебя нарекаю. О, даже, смотри, молния ударила в меч. Он избранный. Здорово. Страшный сон приснился. Лорд Рал, что такое? В чем дело? Искатель. Он жив. Что ж. Что там, есть что-нибудь? Нет, Не, ничего. вряд ли. Ну, где-нибудь остановимся. Хорошая очень серия. На губах не хочу. Получилась. Вот так. Красиво. Хорошая очень серия. Мне понравилось начало. Очень динамично все. Очень динамично. За всю серию как будто целый сезон вместили, да? Прям столько... Не, на самом деле мне это нравится. Да, мне тоже. Столько Мне поворотов, очень- столько динамики, столько информации, столько вообще всего происходит. Это так классно. Это смотрится легко когда так, когда вот не Не душня. растягивается. Да, смотрится очень легко, очень приятно, очень интересно. Мне тоже понравился. И пока что начало сериала прям хорошее. Да, то, что Особенно... не стали тянуть вот эту интригу, кто же искатель, а сразу в первой серии ты искатель, тебе нужно сделать то-то и то-то, вот у тебя меч, вот у тебя книжка. Брат у тебя дебил, профукай книжку. Да, отца убили, вот отомсти. Замечательно, очень здорово, мне все понравилось.
Да, мне тоже. Очень хорошо. Очень хорошо, Приятно продолжим смотрится. смотреть, да? Да, скорее всего, да. Вопрос надо только со звуком решить. Короче, вам, всем любителям этого сериала, все, кто смотрел когда-либо вот этот сериал, пишите. Реально это вот, ну, просто мне хочется верить, что эта ошибка не в том, что я выбрал не тот видео, возможно, не тот сайт, а это, возможно, во всех первых сериях такой неудачный дубляж. И как бы не моя сейчас здесь вина, поэтому, пожалуйста, все напишите, что я не виноват здесь. Хэштег не виноват. Хэштег не виноват. Вот, ну, искренне я хочу вот в это верить. А если я виноват, то пишите хотя бы какую озвучку, где лучше искать вот это все, потому что серия выйдет еще, наверное, только через неделю следующая, поэтому за все это время мы успеем все подкорректировать. Вот, как-то так. Спасибо за просмотр, наверное, да? Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция, залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы, подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы, и увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.